Привет и добро пожаловать в раздел, где мы сосредоточимся на работе в оболочке Bash. Фокус будет на том, чтобы освоить функции первой необходимости. Мы начнем с инструментов, используемых для сжатия и архивирования файлов. Затем мы увидим способы поиска файлов, каталогов и паттернов в Linux. Далее разбираемся с перенаправлением и операторами логики. Наконец, поговорим о текстовых редакторах, в основном сосредоточившись на редакторе V. Также в планах разобрать, как настраивается запуск по расписанию в части cron jobs. Окей, здесь мы поговорим об архивах. Прежде чем мы рассмотрим различные команды, используемые для сжатия и архивирования, давай сначала узнаем, как мы можем просмотреть размер файла в Linux. Команда du disk usage, что означает использование диска, является популярной командой для проверки размера файла. du с опцией -sk показывает размер файла или каталога в килобайтах. Для человека есть ключ -h. du-sh напечатает размер в удобочитаемом формате. Такая опция -h используется во многих командах. В некоторых она дает встроенный help, а где-то предоставляет user-friendly вывод. В этом случае он печатает, что размер файла 1,5 мегабайта. Мы также можем использовать длинный список ls-l для вывода размера файла, включив опцию -h. Теперь давай посмотрим на широко используемую утилиту tar. tar используется для группировки нескольких файлов или каталогов в один файл. Изначально этот инструмент был придуман для архивирования данных на лентах. tar — это сокращенно от Tape Archive. Файлы, созданные с помощью tar, часто называют tarballs. Эта команда имеет множество опций и областей применения. В этой лекции мы рассмотрим основы использования. Команда tar, за которой следует -c, используется для создания архива. -f используется для указания имени создаваемого tar файла. Далее следуют файлы или каталоги, которые нужно заархивировать. Параметр -tf, за которым следует имя tar файла, используется для просмотра содержимого tarball. Флаг -xf используется для извлечения содержимого из архива. Наконец, мы также можем использовать опцию -z и сжать архив, чтобы уменьшить его размер. Сжатие — это метод, используемый для уменьшения размера файла или набора данных. Для уменьшения размера файла или каталога на файловой системе в Linux есть команды, которые специально используются для сжатия. Давай посмотрим на три самых популярных — bzip2, gzip и xz. Объем сжатого файла, созданного этими тремя командами, зависит от нескольких факторов. В первую очередь от того, что это за данные, какого типа. Другими факторами, влияющими на размер, являются алгоритм сжатия, используемый этими утилитами, и установленный уровень сжатия. В каждом из показанных здесь примеров команда сжатия добавляет расширение файла после операции, а именно .bz2, .gz, .xz. Сжатые файлы можно распаковать с помощью команд bunzip2, gunzip или unxz. Однако нужно помнить, что сжатый файл не нужно каждый раз распаковывать, чтобы заглянуть вовнутрь. Такие инструменты, как zcat, bzcat, xzcat, позволяют читать сжатый файл, не распаковывая его. И это все в этой лекции. Жду тебя на следующей. Привет и добро пожаловать на лекцию. Здесь мы поговорим о поиске. У всех пользователей системы, будь это рядовой пользователь или администратор, возникают ситуации, когда нужно найти файл или каталог в файловой системе. В командной строке это можно сделать разными способами. Вернемся к нашей структуре каталогов с автоконцернами. Допустим, мы хотим найти файлы с названием price.txt. Самый простой способ сделать это — использовать команду locate. Запусти команду locate, указав в качестве аргумента имя файла, который ты ищешь. Это должно вернуть все пути, соответствующие шаблону. Такая команда полезна для быстрого поиска файла в файловой системе Linux. Она распечатает все пути с ключевым словом в нем. Особенность этой команды в том, что она зависит от базы данных с названием mlocate.db, в которой она ищет имя файла. Если ты только что установил Linux или файл, который ты пытаешься найти, был создан недавно, эта команда может не показать результат, так как данных о файле пока еще нет в этой базе. Чтобы обновить базу данных вручную, запусти команду updatedb, а после снова запусти команду locate. Обрати внимание, что для работы команду updatedb необходимо запускать от имени пользователя root. Другой способ поискать файлы — использовать команду find.
Используй команду find, а за ней укажи каталог, в котором требуется провести поиск. Чтобы найти файл по имени, используй параметр -name, за которым следует имя файла. Это всего лишь один из способов использования команды find. У команды find доступно множество других параметров, что делает ее мощным инструментом для поиска файлов, каталогов или шаблонов. Самая популярная команда в Linux для поиска внутри файлов — это grep. Grep обычно используется для печати строк файла, соответствующих шаблону, но также предлагает множество других опций. Например, рассмотрим файл с названием text.txt. Как видишь, в этом файле есть несколько строк данных. Сначала давай поищем в файле слово night. Для этого мы используем команду grep, за которой напишем слово night и далее имя файла. Это должно распечатать только строку, соответствующую шаблону поиска, который у нас night. Команда grep чувствительна к регистру и печатает только строки, соответствующие регистру шаблона. Поищем слово end. Как видишь, вывод пуст. Для поиска без учета регистра используем флаг -i. Теперь мы успешно нашли это слово. Grep -r можно использовать для рекурсивного поиска шаблона в каталоге. Это особенно полезно, когда мы не знаем, какой из файлов содержит этот конкретный шаблон, который мы задали. В этом примере мы пытаемся распечатать все файлы, содержащие строку noescape в каталоге /home/max. В результате будет показан файл с названием text.txt, за которым следует полная строка, содержащая шаблон поиска. Обрати также внимание, что если в паттерне присутствует пробел, то шаблон нужно взять в кавычки. До сих пор мы пытались перечислить строки, содержащие строку в файле. Но что если мы хотим сделать наоборот? Напечатать строки файла, не соответствующие шаблону. Для этого мы используем параметр -v. Эта опция перечисляет все строки, которые не содержат определенной строки. В этом случае в первой строке есть слово night, поэтому ее нет в выводе. Но что если мы хотим отследить паттерн, образующий целые слова? Например, в нашем файле todo.txt есть две строки. Первая строка файла содержит предложение watch the attack of the clones. Вторая строка — это clone the repository. Что произойдет, если мы напечатаем строку с помощью grep с ключевым словом clone? Мы обнаружим, что эта команда печатает обе строки файла, а не только вторую строку. Это потому, что в первой строке слово clones содержит часть искомого шаблона, а именно слово clone. Чтобы найти именно слово clone, то есть слово целиком, используй команду grep с ключом -w. Также можно комбинировать несколько вариантов вместе. Например, чтобы выбрать строки, в которые не входит слово clone целиком. Будет напечатана только первая строка файла, то есть в которой есть слово clones, а не clone. В конце разберем флаги для печати ряда строк до и после сопоставления с шаблоном. Это флаги -a и -b. Они в заглавном регистре. Чтобы не путаться, я для себя их запоминаю как after и before. Рассмотрим текстовый файл cars.txt. Чтобы увидеть автопроизводителя, идущего после Audi, использую grep -a1 Audi, за которым следует имя шаблона. Это напечатает строки, соответствующие шаблону, и одну строку непосредственно под ними. В данном случае шаблон Audi. Аналогичным образом использую параметр -b для печати строк перед совпадающим шаблоном. В этом примере мы используем -b1 с шаблоном четверки. В результате печатается строка, содержащая цифру 4 и предыдущую строку. Вместо a1 и b1 можно использовать любое положительное целое число с флагом -a или -b. Это напечатает указанное количество строк после или до совпадения. Наконец, -a и -b можно объединить в один поиск, чтобы вывести несколько строк до и после такого совпадения. Последняя команда в этой лекции — это awk. Я по привычке зову ее AWK. AWK является утилитой процессинга текстовых данных. Это очень мощная штука для парсинга текстовых потоков. По сути, AWK — это скриптовый мини-язык со своими переменными, условными операторами и циклами. Для новичка это может быть немного сложно, и мы не будем зарываться в это. Здесь я покажу пару примеров, которые могут понадобиться тебе в работе. Синтаксис такой. Сначала пишется AWK, далее команды в фигурных скобках и после файл с текстом для разбора. Здесь важные переменные AWK — это символ $0 вся строка полностью, символ $1 первое поле, символ $2 второе поле и так далее. На эти поля текст разделяется, используя пробел в качестве разделителя по умолчанию. Например, файл с машинами. Чтобы вывести первые до пробела слова, которыми у нас будут цифры, укажем в AWK команду print $1. Для марок машин второе поле, то есть print $2.
Особенно мощно это работает, если передавать в АВК вывод из grep. Здесь мы хотим узнать только номер, под которым идет Audi в нашем файле. Передадим отфильтрованную grep-строку на вход АВК, чтобы он выделил только первое поле. В этой команде работает перенаправление, и в следующей лекции я подробно объясню, как научить команды работать совместно. Разделитель можно поменять опцией -f. В этом примере мы замаскировали хэши паролей из файла etc.shadow. Если разделить строку этого файла, учитывая двоеточие как разделитель, мы получим имя пользователя как первое поле, парольные хэши как второе и так далее. С помощью AVK мы меняем значение второго поля на hidden, а далее выводим всю строку, используя переменную $0. И это все. Лекция закончилась, я жду тебя на следующей. Привет и добро пожаловать на лекцию. Мы рассмотрим перенаправление ввода-вывода. А что именно это за ввод-вывод? Это может быть вывод из устройства, например, с монитора или сетевой картой, или ввод с клавиатуры или из файла. Как мы говорили, в Linux все не сводится к понятию файла, а ввод-вывод описывается как потоки данных из этих файлов. Таким образом, выполняя команду cat, мы инициируем вывод данных из нее. Прежде чем мы начнем, давай познакомимся с концепцией стандартных потоков в Linux. Так же, как и в Unix, в Linux общий интерфейс взаимодействия между программами — это потоки текстовых данных. При запуске каждой команды Linux создаются 3 таких потока данных, известных как стандартные потоки. std_in — это стандартный поток ввода. Он принимает текст в качестве ввода для команды. Обычно в shell источником этого потока является клавиатура. Текстовая информация от команды, которую мы видим на экране, доставляется на дисплей через std_out или стандартный поток вывода. Сообщения об ошибках от программы направляются в std_r, стандартный поток ошибок, который также перенаправляется на монитор. Эти стандартные потоки имеют нумерацию 0, 1 и 2, и именно по номерам их отличает система. Обычное поведение можно переопределить. Например, перенаправить стандартный вывод и вывод ошибок в текстовые файлы. Давай посмотрим, как это сделать. Чтобы перенаправить стандартный вывод в файл, а не выводить его на экран, мы можем использовать символ стрелки вперед или больше, за которым следует имя файла. Этот символ стрелки вперед заменит содержимое файла, записав в него стандартный вывод команды. Если мы хотим добавить стандартный вывод к уже существующему файлу, используем символ двойной стрелки вперед. В этом случае строка myShell is bash добавится к существующему файлу shell.txt. Для работы с отдельными потоками мы можем просто их указать. Например, команда echo shell символ перенаправления shell.txt эквивалентна echo shell 1 символ перенаправления shell.txt, так как стандартный поток вывода используется по умолчанию, и его не нужно явно указывать. Но если требуется перенаправить в файл только сообщения об ошибках, нам нужно использовать цифру 2 для указания номера потока, за которым следует символ стрелки вперед, а затем имя файла, в который будут записаны ошибки. Как ты помнишь, номер stdr равен 2. Если файл не существует, будет создан новый. В противном случае файл будет перезаписан. Чтобы добавить стандартную ошибку к существующему файлу, используй, как раньше, двойной символ стрелки вперед с цифрой 2 в начале. Также можно разделить вывод и ошибки по разным файлам, как ты видишь здесь. Поток номер 1 будет дозаписываться в файл shell.txt, а второй поток в errors.txt. Если тебе хочется, чтобы твоя команда выполнялась и не показывала сообщения об ошибках на экране, можно перенаправить std_r в особый файл dev_null, как я показал. /dev/null еще называется пустым устройством или битбакетом. Это черная дыра, в которой пропадают ненужные данные. В данном случае стандартная ошибка, которую мы не хотим выводить на экран. Теперь давай немного глубже заглянем, какой порядок действий производит bash, когда мы запускаем перенаправление. У нас здесь команда ls-l name.txt. Далее идет стрелка вперед, что значит перенаправление, а далее указываем файл, куда будет перенаправлен вывод команды. Тот же файл name.txt. Мы запустили команду, и у нас создался новый файл с названием name.txt и с содержимым, как ты видишь здесь. То есть содержимое файла — это вывод команды ls. В файле есть данные, мы их видим, но также мы видим, что команда показывает, что размер файла нулевой. Но мы же читаем этот файл, и он не пустой. Почему же размер файла name.txt в выводе команды ls равен нулю? Итак, давай посмотрим, что сделал bash. Прежде всего, он увидел символ перенаправления.
После этого он начал разбирать эту команду справа налево. Сначала он проверил, существует ли файл name.txt. Если его нет, то bash сначала его создаст. Это также один из способов создать пустой файл, как команда touch, о которой мы говорили ранее. После того, как файл создан, bash двигается влево по команде. Символ перенаправления больше заставит bash обнулить этот файл, то есть опустошить его. А далее в него будет записан результат команды ls. Поэтому в выводе содержимого файла name.txt, в котором сейчас вывод команды ls, размер name.txt будет равен нулю. Но если мы запустим листинг каталога, то увидим, что он 55 байт. Это потому, что ls получила свои данные еще до перенаправления своей информации в пустой файл. Зачем я показал это? Допустим, мы хотим ограничить логи каким-то количеством строк. Для этого напишем команду tail-n 100 log.txt перенаправление log.txt. Команда берет последние 100 строк файла log.txt и заменяет ими содержимое этого же файла, тем самым обрезая его. И вот такая вот конструкция не будет работать, как предполагалось. Это из-за того, что оболочка сначала произведет действие по подготовке принимающего файла, а только потом осуществит перенаправление. Окей, мы увидели, как перенаправить потоки данных в текстовый файл. Эти файлы можно будет потом прочитать или обработать другой командой. Но перенаправление данных в файл для последующего использования другой командой может быть утомительным процессом. К счастью, мы можем преодолеть его, используя конвейеры пайпы в командной строке. Эти pipes позволяют связывать несколько команд. Проще говоря, каналы позволяют использовать стандартный вывод первой команды в качестве стандартного ввода для второй. Pipe обозначается символом вертикальной черты. Вот пример. Файл greetings.txt содержит две строки. Первая строка hi ротора, вторая строка nice to meet you. При использовании pipe вывод команды grep nice greetings.txt становится стандартным вводом для команды ls, которая следует после оператора. В этом случае команда ls будет отображать только шаблон, который выделила команда grep на первом шаге нашего конвейера. Эти pipes командной строки можно использовать столько раз, сколько необходимо для связывания команд, при условии, что сами команды используются с правильным синтаксисом. Еще одна полезная команда для работы со стандартным вводом и стандартным выводом — это команда t. Рассмотрим тот же пример, который мы видели ранее, когда перенаправляли вывод в файл. Вместо оператора перенаправления мы можем использовать символ pipe, за которым следует команда t и имя файла для перенаправления вывода. Разница здесь в том, что с t стандартный вывод по-прежнему печатается на экране перед перезаписью содержимого файла. Использую опцию t-a, чтобы добавлять файл вместо его перезаписи. Окей, мы научились перенаправлять стандартный поток вывода в файл или на ввод другой команды. А как направить поток вывода и ошибок в один файл или в отдельную программу? Для перенаправления stdout и stdr в файл мы можем воспользоваться указателями. Эти конструкции позволяют одному потоку указывать на другой. Например, длинная команда ls, как ты видишь. Здесь мы делаем листинг двух файлов, один из которых, а именно not_ok, не существует. Поток вывода команды, то есть поток номер 1, направлен в name.txt, а поток 2, поток ошибок, туда же, куда и поток номер 1. За это отвечает символ амперсанда, указывающий на поток, куда переадресовывать другой поток. Теперь в файле name.txt будет и вывод команды ls, и ее ошибка. Давай разберем эту команду поподробнее. Как ты видишь, bash будет разбирать ее слева направо. Но если мы использовали перенаправление потоков с указателями, порядок исполнения немного изменится. Как и прежде, bash будет двигаться от символа стрелки вперед, а найдя его, станет уже двигаться слева направо. Таким образом, сначала он перенаправит вывод stdout в файл name.txt, потом двинется вправо и перенаправит вывод ошибок туда, куда указывает stdout, то есть файл name.txt. Можно добавить сюда конвейер, например, перенаправить данные в grep. В этом случае я хочу вывести информацию о двух файлах, один из которых не существует. Здесь сначала примется во внимание символ pipe. Таким образом, в первую очередь stdout команды ls будет перенаправлен на ввод команды grep. Далее поток номер 2, то есть поток ошибок команды ls, будет перенаправлен в то место, куда смотрит поток номер 1. Таким образом, мы можем фильтровать и ошибки, и действия команды ls. Если это кажется путанным поначалу, не волнуйся, все через это проходят. Нужно просто начать использовать простые перенаправления, а с практикой ты привыкнешь к этому и поймешь, что это действительно удобно. И это все в этой лекции. Жду тебя на следующей. Привет! Давай обсудим логические построения в Bash.
Для начала я расскажу о том, что у каждой команды в Linux есть код возврата. Если ты знаком с миром программирования, то знаешь, что функции обычно возвращают значение. Основной функции программы это тоже касается. Например, в C конец функции main завершается инструкцией exit 0, что означает, что программа успешно завершилась и отработала штатно. У команд в Linux такая же история. Если команда успешно завершилась, ее код возврата будет равен нулю. И наоборот, в случае сбоя он не будет равен нулю. Отследить код возврата можно через значение переменной символ доллара вопрос. Это код возврата последней команды. Сам код отражает номер ошибки, в сторону которой можно дебажить. Как видишь, если он 0, то есть false, все прошло хорошо. Новички иногда пытаются его сравнивать в скриптах с булевыми переменными и сильно разочаровываются, потому что получают неверный результат. Теперь переходим к логическим конструкциям. Сначала оператор i. Им можно связать две команды, идущие друг за другом таким образом, что если код возврата первой команды равен нулю, то будет выполнена и следующая за ней команда. Записывается как два символа амперсанда. Как ты видишь на экране, у нас сначала выполняется команда ls, а по ее успешному завершению эхо пишет ОК на экран. Код возврата ls равен нулю. Bash проверил это в операторе i и запустил следом эхо. Если мы запустим команду с ошибкой, как делаем здесь, когда файла нет в системе, мы получим сообщение об ошибке и код возврата команды ls не равный нулю. Это прервет выполнение цепочки оператора i. Такие цепочки могут быть очень длинными, а не только две команды, как ты видишь здесь. Теперь оператор или. Им также можно связать две команды, но в отличие от и, следующая команда выполнится только если предыдущая зафейлилась. То есть выполнится или первая, или вторая, но только одна, а не обе, как было в предыдущем случае. Чтобы указать оператор или, воспользуйся двойным символом pipe. В первом примере команда ls успешна, и на этом цепочка завершает свою работу. Во втором случае ls дает сбой, но благодаря оператору или эхо посылает сообщение, что произошла ошибка. Также мы можем разделить команды с символом .запятой, что приведет к исполнению обеих команд. Этот символ разделяет команды в строке, и они работают независимо от результата работы предыдущей. И это все в этой лекции. Увидимся! Привет и добро пожаловать на лекцию. Очень важный навык для системного администратора — освоить текстовые редакторы в Linux. В этой лекции мы узнаем больше о консольных текстовых редакторах, а именно о V. Я по привычке называю его V, а не Y. Прости, пожалуйста, если это режет ухо. Ранее в одной из предыдущих лекций мы видели использование команды cat для чтения и записи данных в файл. Хотя это хорошо работает и имеет свое применение, это действие очень примитивное и не имеет дополнительных функций. Кроме того, невозможно использовать cat при работе с большими объемами текста или для написания кода. Для этих целей существуют текстовые редакторы. Говоря о консольных редакторах, их доступно несколько. Можно выбирать, что называется, на вкус и цвет. Это такие как Vim, Nano, Emacs, NE и так далее. Мы сосредоточимся на редакторе V, который, наверное, является самым популярным текстовым редактором, используемым в Linux. А еще, если ты освоишь V, другие редакторы для тебя не представят сложности. Окей, V. Редактор V доступен практически во всех дистрибутивах Linux из коробки. Команда открытия редактора — это V, за которой следует имя файла, который нужно создать или отредактировать. В этом случае мы открываем существующий файл в домашнем каталоге Max, запустив v fort transit 2000 text.txt. Как только мы введем эту команду, редактор V откроет файл и покажет его содержимое, если оно там есть. Консольные редакторы отличаются от редакторов с графическим интерфейсом. Обычно они имеют несколько режимов работы, в которых ведут себя по-разному. Строго говоря, основных режимов у V два — обычный и командный, но в них есть вариации. Кто-то выделяет 7 режимов, но мне удобно об этом думать как о 3. Итак, у редактора V есть 3 режима работы. Командный режим Command Mode, режим вставки Insert Mode и режим последней строки Last Line. Когда редактор открывает файл, он всегда сначала переходит в командный режим. В этом режиме редактор понимает только команды. Первый навык для новичка — уяснить, в каком режиме он сейчас находится и как переключаться между 3 режимами работы. Как я сказал, когда мы открываем файл, по умолчанию попадаем в командный режим. В этом режиме мы можем отдавать команды редактору, например, копировать, вставлять или удалять строку или слово. Также мы можем отменять действия или искать паттерн в тексте.
Еще мы можем перемещаться между строками. Мы еще поговорим об операциях, доступных в этом режиме. Из командного режима можно переключиться в режим вставки. Для этого есть несколько клавиш, например, A, O, I или Insert. Этот режим позволяет непосредственно записывать текст в файл. Когда ты закончишь редактировать файл, чтобы вернуться в командный режим, нажми кнопку Escape из режима вставки. Мы снова в командном режиме. Если отсюда нажать клавиши с двоеточием, это приведет нас в третий режим, режим последней строки. В этом режиме мы можем сохранять изменения в файле или выйти из редактора с сохранением или без. Если в режиме последней строки нажать клавишу Escape, то ты вернешься в командный режим. Итак, из командного режима можно вернуться в любой из этих двух других режимов, используя ту же последовательность клавиш. Давай теперь поговорим о командном режиме. В нем можно выполнять множество задач. Мы рассмотрим некоторые из наиболее часто используемых. Командный режим позволяет использовать курсор мыши для выделения, копирования, вставки или перемещения текста. Когда ты входишь в этот режим, то видишь курсор, который можно использовать для перемещения по файлу с помощью клавиш стрелок на клавиатуре. Также можно использовать клавиши K, J, H, L как альтернативу стрелкам курсора. H налево, K подняться, J спуститься, L направо. Также можно использовать мышь, чтобы выделить текст, и щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы скопировать выделенный раздел. Чтобы скопировать строку, перемести курсор в нужную строку и быстро нажми YY. Чтобы вставить скопированную строку, перемести курсор над строкой, куда собираешься вставить текст, и нажми клавишу P. Чтобы сохранить текст, используй букву Z в верхнем регистре. Чтобы удалить букву, перемести курсор в нужное место и введи X или Delete. Чтобы удалить строку, перемести курсор в любое место на этой строке и введи DD. Чтобы удалить 5 строк из текущей и ниже, введи символы D5D. Замени число 5 любым другим числом, чтобы удалить указанное количество строк, начиная с текущей строки. Предположим, ты сделал ошибку. Для отката на предыдущее состояние введи U. Чтобы вернуть отмененное изменение обратно, нажми O. Чтобы найти строку, используй клавишу косой черты, которая на клавише с вопросительным знаком, и напиши паттерн, по которому ты хочешь искать. Слэш, за которым идет паттерн, выполняет поиск файла с текущей строки вниз до тех пор, пока не найдет совпадение. Например, чтобы найти расположение по шаблону слова end, введи слэш, дальше напиши end. После ввода курсор будет перемещен к первому вхождению строки. Чтобы найти следующее вхождение в файле, нажми строчную букву N или косую черту и Enter. Чтобы найти шаблон над текущей строкой, введи N, но в верхнем регистре. Шаблон вопросительного знака делает то же самое, но наоборот. Он ищет шаблон от курсора и перемещается вверх, чтобы найти следующее совпадение. Использование маленькой буквы N приведет к перемещению наверх на следующее совпадение, а N в верхнем регистре будет искать вниз. Окей, это было про командный режим. Режим вставки используется для внесения данных в файл. Чтобы перейти в режим вставки из командного режима, введи нижнюю I, нижнюю A, нижнюю O или их верхние копии. Как только ты войдешь в этот режим, то увидишь мигающий курсор, отмечающий место в файле, куда вносятся изменения. Внизу экрана должно быть слово Insert, указывающее, что ты действительно находишься в режиме вставки. Теперь можно использовать клавиши со стрелками для перемещения курсора по тексту в файле и использовать клавиши Enter и Backspace, как в графических текстовых редакторах, вроде Notepad Windows. Вернуться в командный режим можно по клавише Escape. Из него, как ты помнишь, мы можем перейти в режим последней строки, набрав двоеточие. В этом режиме можно сохранить файл или выйти, отменив все изменения, внесенные в файл. Чтобы сохранить файл после внесения изменений, введи двоеточие W. Это сохранит файл, и ты по-прежнему будешь в редакторе. Для выхода из редактора используй двоеточие Q. Чтобы сохранить изменения и сразу выйти из редактора V, введи двоеточие WQ. Если требуется выйти из файла без сохранения изменений, внесенных с момента последнего сохранения, используй двоеточие Q восклицательный знак. Окей. Все, что было рассказано, это про редактор V. Существует еще одна популярная программа под названием Vim, которая представляет собой улучшенную версию V с добавленными функциями, но очень внешне похожую на V. Vim действительно мощная штука. Чтобы увидеть различия между V и Vim, используй справочные страницы. Здесь я вынес справа основные улучшения Vim. Все концепции, которые мы до сих пор обсуждали про V, применимы и к Vim. И они помогут тебе начать работу с Vim, а это, несомненно, потребуется.
Также важно отметить, что в большинстве современных дистрибутивов V представляет собой символическую ссылку или ярлык для редактора Vim. Этими командами ты сможешь это проверить в своей системе. И это все в этой лекции про текстовые редакторы. Переходи в практику и попробуй сделать задание. Удачи! Привет и добро пожаловать на лекцию. В этой лекции мы обсудим, как планировать задания по расписанию с помощью cron в Linux. Рассмотрим пример, в котором наш разработчик по имени Макс хочет запустить тестирование своей программы для голосования. Для этого он написал специальный скрипт, который создает несколько подключений к веб-сервису. В этих подключениях он создает нагрузку, фиксирует время ответа сервера и количество ошибок. Скрипт написан так, что он должен запускаться с промежутком в 5 минут. Макс хочет, чтобы этот скрипт выполнялся сегодня, завтра и послезавтра с 7 часов вечера до 8 утра, пока его нет на работе. Результаты работы нужно добавлять в файл с названием tmp_appstatus.txt на его компьютере. Макс может сделать это, запуская скрипт из домашнего каталога вот такой вот командой, отправляя стандартный вывод в файл. Ему придется делать это каждые 5 минут и в нерабочее время, что его сильно огорчает. Есть ли какой-то способ, чтобы сделать это без Макса? Да, можно использовать cronjobs, чтобы запланировать запуск этой задачи по нужному расписанию. С помощью cronjob пользователь может указать любую дату, время или частоту для планирования задачи. После установки задания система выполнит ее в установленное время без какого-либо вмешательства человека. Эта функция включается службой cronD, работающей в фоновом режиме. Чтобы запланировать задание, запусти команду crontab-i от того пользователя, от которого задание должно будет запускаться. В этом случае мы запустим команду от пользователя по имени Max. Здесь файл crontab у нас открылся в редакторе Nano. Перейдем к нижней части файла и добавим конфигурацию для нашей работы, которая должна быть запланирована для Макса. Здесь первые 5 полей используются для указания точного расписания запуска задачи. Сейчас это звездочки. Мы узнаем, как это настроить чуть дальше. Шестое поле — это команда, которую нужно запустить. В нашем случае это путь к скрипту home-max-apptest.sh и перенаправление результата в файл tmp_appstatus.txt. Отметь для себя еще раз. Команда crontab запускается от того пользователя, который нужен для выполнения таска. Не используй sudo с командой crontab, иначе ты обнаружишь, что задание запланировано для пользователя root. Теперь давай посмотрим, как работает расписание и разберем, что значат первые 5 столбцов в crontab. Я подписал, за что отвечает каждый столбец. Когда все они в виде звездочек, это значит, что скрипт будет запускаться каждую минуту. Чтобы запланировать запуск задания каждый день в 20 минут после 19 часов, мы можем выставить вот так. 20, 19 и 3 звездочки. Чтобы делать это только 21 числа каждого месяца, установим число в третьем столбце. 20, 19, 21 и 2 звездочки. Если мы хотим делать это только в ноябре, выставим четвертый столбец в 11. Получилось 20, 19, 21, 11 и звездочка. Если ты хочешь, чтобы это было запланировано только в том случае, если 21 ноября будет воскресеньем, то добавь дополнительный параметр с названием день недели и установи для него значение 7 для воскресенья. Звездочка в этом поле обозначает любое значение, независимо от того, какой день недели выпадает на заданное число. При звездочке в любой день недели 21 ноября задание будет выполнено в 19 часов 20 минут. Окей, когда мы разобрались с полями, давай вернемся к задаче Макса. Мы опять начинаем со всех звездочек. Работа будет выполняться каждую минуту. Но что, если мы хотим запускать задание каждые 5 минут? Мы можем настроить это, используя значение шага с косой чертой, подобно этому. Звездочка, разделенная на 5, означает, что задание должно выполняться каждые 5 минут. То же самое можно использовать и для других опций. Окей, Макс хотел каждые 5 минут, но с 7 вечера до 8 утра. Пропишем в поле часов вот такую вот конструкцию 0-7,19-23. Это значит учитывать время с 0 часов до 8, а также с 7 вечера до полуночи включительно. Теперь наши задания работают каждые 5 минут в нужные часы, но каждый день. А Макс хочет, чтобы сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня 11 число. Мы можем добавить аналогичную для часов запись для дней, указав числа через запятую или через тире. Теперь у нас скрипт будет запускаться 11, 12, 13 числа
с 7 вечера до 8 утра и каждые 5 минут. Для задач Макса этого достаточно, и после проведения тестирования он удалит это задание. Если же нет, то оно выполнится в заданное время и в следующих месяцах. Чтобы получить человекочитаемое объяснение таблицы Крон, использую ресурсы вроде CronTab Guru, которые легко помогут даже новичку правильно настроить CronTab. Обрати внимание, дни недели также можно указывать не только цифрами, но и в человекочитаемом формате. Также есть специальные режимы для ежедневного, еженедельного запуска и так далее. Они начинаются с символа собачки, как ты видишь здесь. И напоследок пара команд. Чтобы вывести список всех заданий, запланированных в Cron, запусти команду crontab-l. Один из способов проверить, действительно ли задача была запущена вовремя, это проверить файл, в который добавляются выходные данные. В случае Макса в файл добавляется таймштамп запуска теста. Но если это сделать невозможно, есть другой способ проверить, успешно ли было выполнено задание. Нужно просмотреть файл логов wo-log-syslog следующим образом. В этом примере мы видим, что наш скрипт был запущен на сервере в запланированное время. И это все в этой лекции. Увидимся! Привет, давай попрактикуемся в консоли. Под эту лабу можно использовать старый клон или создать новый, как тебе нравится. Это 5-й раздел, и я перейду в папку под именем 5 в репозитории. Для подготовки заданий тебе требуется запустить специальный скрипт, сделай это так, как делаю я. Далее в этой папке есть 3 слайда с вопросами. Я открою первый из них, чтобы вопросы были перед глазами. Итак, задание. Требуется записать строку в новый файл. Это простое задание на перенаправление вывода команды в файл. При этом содержимое старого файла будет затерто, если файл существует. Для проверки сделаю cat этого файла. Следующее задание. Есть файлы в размещении cowhouse. Нужно их все архивировать и сжать, то есть произвести операцию над каталогом. Вначале я архивирую, то есть объединяю все файлы в единый архив. Вот он появился с расширением .tar, как ты видишь. На слайде есть неточность, поскольку архив нужно еще сжать, то есть расширение будет .gz. Для сжатия использую gzip с путем до файла. Как видишь, старый tarball файл был удален, но появился уже сжатый новый архив. Утилита tar умеет делать эти два действия заодно, просто здесь я их разделил. Окей, дан файл horse.det.gz. Его нужно только разжать в нужный каталог. Чтобы файлы разжались туда, куда нужно, я сначала скопирую сжатый файл, а затем разожму его в этом новом размещении при помощи команды gunzip. Появился новый файл horse.det. Делаю его cat и вижу, что нас поздравляют с тем, что мы умеем разжимать. Далее задание на поиск. Нужно найти файл elephant key и скопировать его в каталог Cave of CMDs. Будем искать по всей доступной файловой системе, то есть от корня. Там есть несколько недоступных для регулярного пользователя каталогов, поэтому применим sudo. После этого я скопирую путь и применю команду cp для создания копии файла по целевому пути. Сейчас я в каталоге stable, перейду на уровень выше и проверю файл elephant key. Похоже, все на месте. Теперь задание на поиск файлов по шаблону с определенным названием в одном из каталогов. Нужно найти файлы, которые заканчиваются на scroll и в которых есть слово medicine. Самый незатейливый способ — это поискать файлы с помощью find, используя знак подстановки, как ты видишь. Здесь всего 3 файла, и мы можем просто просмотреть их вручную через текстовый редактор или пропустив это через утилиту grep. Но если таких файлов много, это будет проблемой. Мы можем автоматизировать это, передав вывод команды find, которые являются путями к файлам, сразу в команду grep для парсинга файлов по этим путям. Проблема в том, что grep не может принять несколько имен файлов в виде аргумента команды. То есть для каждого файла нам требуется запустить grep отдельно. Чтобы этого добиться, передадим вывод команды find не напрямую в grep, а в xargs, которая примет вывод от find и запустит grep с каждым из переданных аргументов. На самом деле есть много способов добиться подобного результата. Например, использование ключа exec find поможет запускать grep непосредственно из find. Также можно сохранить промежуточные результаты в переменное окружение и при помощи однострочного цикла перебрать ее, запуская grep. Или можно было бы рекурсивно прогрепать весь каталог по шаблону, что было бы немного дольше.
В Linux обычно много путей добиться результата, и не надо думать, что какой-то из них хуже другого. Если ты хорошо понимаешь именно этот способ, просто используй его. Движемся дальше. Найди все директории с названием Animals в каталоге /wo. Тут я использую find с дополнительным ключом для типа, установленным в D. Следующий вопрос. Найди все файлы, которые были модифицированы последние 2 часа в каталоге /tmp. Тут момент. Если ты запустил лабу и пошел попить чая на пару часов, или создал виртуалку, немного поработал, потом ее выключил, а на следующий день включил, то результаты могут быть другими, чем у меня. Если не работает, просто снова запусти скрипт, который готовит лабу из каталога 5, как ты делал это в начале. Окей. Сначала вызову страницы документации, чтобы узнать, как find ищет модифицированные файлы по времени. Запускаю man find. Далее в пейджере нажимаю слэш для поиска и пишу modified. Листаю вниз при помощи N. Управление здесь похоже, как в командном режиме редактора V. Как видишь, ключ -mmin позволяет искать модифицированные файлы. Для последних 2 часов нам нужно указать -120. Окей, следующий слайд. Найди в директории /etc файл со вхождением 172.20.20.20. Также нужно сохранить этот абсолютный путь в файл. Для просмотра содержимого всех файлов я использую grep. Чтобы он просмотрел все файлы в каталоге, укажу опцию -a. Поскольку это каталог /etc, я на всякий случай добавлю sudo. Вдруг какие-то из файлов будут недоступны. Как видишь, мы нашли этот файл. Теперь перенаправлю вывод команды в файл с ответом, используя символ больше, и проверю, все ли на месте в этом файле ответа. Очередное задание на поиск. Нужно найти файл по имени и отфильтровать вывод по размеру файла. Нам нужно найти тот, размер которого меньше 5 килобайт. Как написано в задании, есть несколько файлов Stegosaurus Pet. Найдем их все от корня при помощи find. Здесь 4 файла, и мы можем потенциально сделать их листинги, то есть вручную определить размер. Вот этот, например, весит 100 мегабайт. На большом количестве это, очевидно, создаст проблемы. Но find изначально имеет крутилку для таких вещей. Флаг называется -size, а в качестве параметра укажем -5k, что значит искать все, что меньше 5 килобайт. И вот перед нами ответ, что файл находится в /usr/bin/stegosaurus.pet. С этим разобрались. Новое задание. Нужно запустить команду, которая приводит к ошибке, и отправить ее stdr в файл, как написано на слайде. Как мы говорили, поток ошибки — это 2, а перенаправление в файл — это стрелка больше. Комбинируя этот подход, мы пишем файл поток ошибок от команды. Проверим созданный файл, все ли там хорошо. Да, все на месте. Теперь нам предлагают поработать с архивом bz, а именно сжать файл из домашней директории Max. Также нам нужно сохранить старый файл, который мы сжимали, поскольку после операции утилита компрессии его удалит. Я перейду в папку с text.txt. Далее вызову встроенную справку bzip2, указав опцию --help. Как видишь, с флагом -k или --keep этот компрессор не удаляет введенный файл. Вызовем команду, как говорит подсказка. После получим листинг директории. Как видишь, и bz2, и сам файл donor на местах. Теперь вопрос на извлечение сжатого tar архива в определенную директорию одной командой. Для начала я сделаю просмотр архива при помощи ключей -z-t-v-f. Как видишь, внутри архива есть структура, а именно каталог Sky и под ним файлы star с номерами. Теперь я зажму и распакую этот файл в директорию /opt. Для записи в /opt потребуется sudo, а для указания каталога в tar есть опция -c большая. Как видишь, в /opt появилась директория Sky, а в ней все остальные файлы. Далее. Очередной вопрос на добавление содержимого одного файла в другой. Сначала я проверю файл text.txt при помощи cat. Это текстовый файл. Второй файл, как ты видишь, тоже текстовый. Значит, я могу добавить вывод файла text.txt в конец файла go.txt, и они не будут конфликтовать. Для этого вывожу содержимое первого файла и перенаправляю его в конец второго файла. Для того, чтобы добавить данный файл, а не перезаписать его, использую вместо одного знака больше 2. Проверю go.txt. Все в порядке. Мотаем на следующий слайд. У нас снова задание на добавление контента, которое мы делали.
Видимо, это я торопился со слайдами и продублировал task. Прости за это и давай считать, что этот вопрос мы уже сделали. Итак, актуальный вопрос — создать gzip файл из go.txt, то есть просто сжать его без архивации. Я нахожусь в домашнем каталоге Макса, и все, что нужно сделать, написать gzip go.txt. Сделаю листинг каталога, как видишь, старый файл удалился, а его место заняла сжатая gz-версия. Следующее задание. Распакуй все файлы в /home/max/letters. Я перехожу в каталог letters и осматриваюсь там. Здесь сжатые при помощи xz файлы с именами от A до Z. Для декомпрессии у xz есть ключ -d. А чтобы он применил это ко всем файлам, укажу путь с точкой. Это тот же самый каталог, в котором я в данный момент и далее wildcard символ звездочки, который подразумевает отработку по всем файлам этого каталога. Снова делаю листинг. Все разжалось. Окей. Если ты устал, не волнуйся, осталось немного. Далее вопрос о подсчете строк в файле. Плюс надо посчитать вхождение какого-то паттерна в строки этого файла. Если ты не знаешь, то считать строки умеет утилита wc с ключом -l. Давай заглянем в файл. Строк много, и вручную считать такое только тратит свое время и нервы. Итак, я вывожу файл целиком через cat, и далее его вывод через пайплайн пересылаю на вход команды wc. Как видишь, в файле всего 720 строк. Аналогично, чтобы отфильтровать вхождение паттерна куку, я грепну вывод команды cat. Вот эти строки. Теперь мы можем посчитать их при помощи wc, как ты видишь. Именно так и создаются длинные и страшные команды в Linux, которые на проверку оказываются не такими уж и страшными. Окей. И напоследок кейс на чтение из файла и распараллеливание вывода как на экран, так и в файл. Особенность здесь в том, что сам файл является сжатым, и просто так данные из него не вытянуть. Нам предлагается сделать это в однострочную команду. Для просмотра файла я использую zcat. Теперь мне нужно перенаправить ее вывод как в файл, так и на экран. Мы говорили, что для этого существует команда t, которая делит свой ввод, выводя его и на экран, и в файл в аргументе. Окей, это все. Я надеюсь, это было полезно. Увидимся!